Приветствую вас на канале Твой Конфиг. Сегодня у нас на обзоре вот такой вот Samsung A22 модель, бюджетная. Стоит от 14,5 тысяч до 18 тысяч рублей. Версия 4.64. В комплекте 15-ваттная зарядка, кабель Type-C и все. Чехольчик они не положили. Собственно, вот так выглядит этот аппарат. Черный, лаконичный. Вырез под камеру. Пластик. Отпечаток пальца на тыльной стороне. На грани качельки громкости. Сверху у нас дополнительный микрофон шумоподавления. С этой стороны у нас ничего. Здесь у нас Type-C, микрофон, мини-джек и один динамик. Да, здесь у него, к сожалению, стереозвука нет. Или, может, к радости, на мой взгляд, это хорошо. Потому что стереозвук на телефоне такое себе баловство. По внешнему виду. Блок камер у него очень сильно смахивает на Google Pixel 4 и на более старшие модели смартфонов Samsung. Ну, они там не изобретают велосипед, они просто взяли и, грубо говоря, скопировали. Здесь у нас задняя панель черный глянец. Как вы видите на видео, очень не кисло так отпечатки пальцев оставляет. Повторюсь, чехла нет, поэтому рекомендуется сразу же купить, потому что пластик, вероятнее всего, очень мягенький и будут оставаться коцки всякие, песчинок и прочее. Здесь используется Super AMOLED экран. Экран 6,4. Соотношение сторон 20 к 9. Разрешение 1600 на 720. Это HD+. 5000 мАч батарея. Вес 186 грамм. Ну, он не тяжелый, но немножко потяжелее, чем тот же Redmi Note 10. Что касается вот вообще внешнего вида и лаконичности, он не выглядит дешевым телефоном. Он выглядит таким, ну, достаточно неплохим. Весь такой черненький, сбоку черненький, здесь черненький, все черненькое, прям класс. Сканер отпечатка пальцев работает моментально. То есть, сами видите, вот я выключил, прислоняюсь. То есть, здесь безупречная работа, ничего здесь плохого и не скажешь. Super AMOLED, соответственно, у него есть Always On Display. Вот он, Always On Display работает. По качеству звука из динамиков я не буду включать там какие-то демонстрации песен, потому что, по сути, вы все равно толком ничего не поймете через микрофон камеры, да. Но я вам так скажу, что, ну, играет он, соответственно, цене, но тот же Poco X3 NFC, который играет куда поинтереснее, или тот же от Xiaomi Redmi Note 10. Что касается его быстродействия, его технических характеристик. Значит, у него экран, кстати, 90 Гц, забыл об этом сказать. Операционная система Android 11. В лоток можно вставить 2 сим-карты и microSD карточку. Хотя, в принципе, 64 гигабайта вполне достаточно. Ну, опять же, для программ, если вы в игры не играете, то вполне. NFC-чип тут, кстати, есть, но он не в верхней шторке, вот как обычно. Яркости экрана более чем достаточно, цвета очень насыщенные, сочные, ну, собственно, как и на всех Super AMOLED-овских экранах от Samsung. По спутниковой навигации у него есть GPS, потом GPS-модуль, GLONASS, литий-ионная батарея, зарядка 15 Вт. Ну и получается у нас фронтальная камера 13 мегапикселей, пишет видео 1920 на 1080 при 30 кадрах в секунду. И основная камера 48 мегапикселей, ультраширокий объектив 8 мегапиксельный и 2 вспомогательных модуля по 2 мегапикселя, то есть там под макросъемку, такое для эффекта боке. Кстати, эффект боке на фронтальную камеру он делает очень неплохой, то есть, казалось бы, телефон относительно бюджетных денег стоит, но вот себяшки, как сказал Владимир Вольфович, здесь получается очень шикарный, причем в реальном времени ты можешь это все дело регулировать. Дата выпуска
21 год начало. Производство Индия, гарантия 12 месяцев на него дается. То есть это не Китай. По поводу его быстродействия. Antutu Benchmark. Не знаю, как вы, а я Super AMOLED экраны люблю. Мне нравится качество изображения. Конечно, жаль, что здесь не Full HD экран и не 2К экран, но в принципе это может быть даже в данном случае в плюс автономность этого телефона. Кстати, что касается его процессорной части, здесь используется процессор MediaTek Helio G80, то есть у него два ядра достаточно мощных по 2 ГГц и 6 ядер более слабых по 1,8 ГГц. Суммарно это 8-ядерный процессор по 12-наномикронной технологии, что в принципе он уже как бы подустарел несколько, энергопотребление у него выше, но в принципе по нашим реалиям он вполне еще годный, способный и может даже показать достаточно неплохие результаты в тестах. И кому-то просто для работы этого будет вполне достаточно. Что касается Bluetooth и звука, соединения по Bluetooth с гарнитурами, он поддерживает технологию IPTX, что в принципе положительно сказывается на качестве звучания и на стабильности связи Bluetooth с гарнитурой. А пока идет тестирование Antutu, поговорим о тех ребятах, которые нам дали этот телефон на обзор. На обзор этот аппарат нам предоставлен друзьями из сети магазинов ТВ Stock, в котором вы можете купить много чего интересного, не только смартфоны, телевизоры, микроволновки, чайники, причем у них даже есть технологичные чайники с Wi-Fi, с таймером, там вы его можете настроить, вы уже проснулись, а он у вас уже как бы вам воду согрел, что, кстати, удобно по нашему времени, это из разряда систем «Умный дом». Всякие пылесосы, стиральные машинки, Bosch, Indesit, очень много всяких холодильников, в общем, магазины достаточно годные, рекомендую вам обращаться к ним за покупками, ссылочка будет в описании. Итак, в новом тесте Antutu он у нас набрал 201 тысячу баллов, что в принципе очень даже неплохо. За время теста у нас телефон нагрелся, получается, на 2 градуса с 31,5 до 33,5 и потерял всего 1%. Даже получается не 3 градуса, а на 2,1 градус нагрелся. Что очень даже и неплохо для старенького камня. Итак, подведя итог о плюсах телефона. Неплохо работающие камеры, как фронтальная, так и основная. Видео неплохо пишет. Здесь есть оптическая стабилизация. Если для кого-то это важно, то знаете, здесь есть оптика, то есть видео на порядок лучше, без всяких дребезжаний и прочее. Сочный Super AMOLED экран с 90 герцовой разверткой, что вам обеспечивает плавность. Неплохая автономность. В среднеумеренном режиме эксплуатации этого телефона на рабочий день, я думаю, хватит вполне. Достаточно неплохое проигрывание звука как по проводным, так и беспроводным интерфейсам подключения. Быстрый Wi-Fi, то есть он здесь подключается к любой точке моментально. То есть вы только пароль ввели, он чух, и подключился. Никаких затупов, задержек здесь нет. Внешний вид тоже очень строгий, лаконичный, но требует покупки дополнительного чехла, потому что без чехла, но внешний вид очень сильно пострадает. Покупать этот телефон или не покупать, конечно, решать вам. Если он вам понравился, я думаю, наверное, все-таки стоит покупать. Понравился обзор, ставьте лайки, не понравился, ставьте дизлайки, пишите гневные комментарии, потому что мне что-то пишут, что я так все телефоны засираю. Ну, говорю как есть, ребят. Вот какой он есть, такой он есть. Главное, не болейте, берегите себя и не забывайте подписываться на канал. Всем пока, до новых встреч.